Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня 2 колоды. Колода поддержки патронажа ангелов и 78 дверей. И я приглашаю рассмотреть выпавшие значения с позиции позитивной психологии. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И все же мы смотрим расклады для того, чтобы какое-то свое дело обустроить или продумать. Ведь любой просмотр раскладов, мы остаемся где-то на своей волне. Мы думаем о чем-то своем. И поэтому я надеюсь, что расклад будет вам чем-то полезен, а также те ссылки в описании под видео, которые я оставляю на свой сайт, события до конца 2024 года, именно гороскоп планетарный, как и остальные у меня есть транзиты, и у нас в период великой ретроградности, у нас буквально с первых дней сентября, Плутон в ретро-движении, но еще и Сатурн у нас уже в рыбах и тоже ретро-движение. Ну и другие планеты для нас, с одной стороны, дает возможность что-то с большей точностью, с большим определением совершить, организовать. Но в целом ситуация выбора в течение осени, она будет продолжаться. Кстати, на осень тоже есть видео. Итак, достанем карты. Что придет? А что уйдет? Или, иными словами, что вы сумеете, может быть, завершить, подвести к какому-то итогу. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? А на что, наоборот, соглашаться, что для вас плюс? И чего опасаться? И на второй колоде 3 главных события. Достанем 3 карты. Возможно, эта энергия нам подскажет те сферы жизни, когда вы будете что-то для себя обустраивать, организовывать как раз. Или что будет более активно проигрываться на повестке месяца. Первое событие. Второе событие. Или сфера жизни. И третье. Что же придет? Здесь что-то вы делаете по законам, по традициям. Конечно, в этой колоде карт так выглядит карта Иерофанта. И, видимо, что-то вы можете, как в высоких буквально инстанциях, подписывать документы, оформлять. У кого-то может пройти бракосочетание, у кого-то может быть, как и венчание, у кого-то, я могу предположить, все мы все же разные. Может быть, вопросы, которые как раз с разводом связаны. Но это когда у нас уже какая-то четкость происходит. И также эта карта, как и ученика, где-то, когда мы готовы учиться, так и учителя, мои дорогие, для того, чтобы иметь возможности обустроить свою жизнь более правильно. По этой карте мы, в принципе, уважаем традиции. По этой спокойная, кстати, карта достаточно. И карта так косвенно говорит еще нам, если мы о деньгах, о финансах, что период сентябрьский достаточно стабилен по финансам. Но, может быть, какие-то важные согласования, повторюсь, это то, что придет. Может быть, вы должны это завершить или подвести к какому-то логическому знаменателю и сделать это по всем правилам искусства, буквально так. Но это когда мы остаемся довольны, мои дорогие. Давайте, что уже уйдет, спросим. Тройка воды – это праздник. Я не могу сказать, что это уйдет. Понятно, что праздник – это здорово, но и жизнь наша не сплошной праздник. Поэтому праздник какой-то будет у вас в сентябре. Значит, какое-то, правда, событие, когда вы себе скажете спасибо, что правильно с чем-то сориентировались. Для себя, может быть, по-новому обустроили жизнь. Может быть, и буквально у вас получится подписать какой-то документ. И период ведь может быть сентябрьский, когда мы пересматриваем брачные договоры, какие-то соглашения, разные контракты. Опять же, что-то подписываем, согласовываем и делаем это с юридической какой-то правильной позиции, когда больше стабильности, больше понимания, больше надежности.
Но и, видимо, праздник будет. Эта карта еще и дружбы, это карта, в принципе, взаимопонимания. Значит, как минимум один вопрос вы сумеете как и завершить, оформить, так и праздник по этому поводу у вас состоится. А что же будет продолжаться? Здорово. Это туз земли в этой колоде карт. Это, знаете, изобилие. Это новые возможности. Это новые ресурсы. Это словно жизнь по-новому. В каком-то новом ракурсе, в новом ключе. И, кстати, нам показан мальчик, держит книгу. Он готов учиться. Буквально знание – сила. Может быть, как новое направление в учебе или как сама по себе учеба, вы приступаете к ней. Или вы завершаете и теперь переходите уже к работе, как специалист, может быть, в сентябре. И перед вами опять же открываются новые перспективы. В первую очередь возможности и перспективы. И одновременно по тузу Земли, именно в этой колоде карт, как своего рода изобилие, мои дорогие. Поэтому деньги есть, деньги будут. И составление каких-то важных документов или организация собственной жизни совершенно в каком-то более радужном варианте, в более надежном ключе или с какими-то большими возможностями. Посмотрите, какие благополучные карты. Ладно, давайте посмотрим, чем же не соблазняться, не быть холодным таким расчетливым, не соблазняться тем, что хочется кому-то что-то доказать или проводить параллели, что я считаю, к примеру, я считаю, нужно поступить так. Вот не настаивайте на своем. Да, вы можете анализировать, но какая-то холодность суждений или сам по себе жесткий рационализм вам будет мешать. Вот этим не соблазняйтесь. И именно ведь мы задаем вопрос, не соблазняться, значит, будет соблазн настаивать на своем или сделать что-то по-своему. А нам говорят, ну нет, где-то будь мягче, дружелюбней, какие-то у тебя сейчас вот хорошие возможности. Кто знает, может быть, мы ведь все разные, и в позиции тройка кубков дружба, какая-то дружба должна быть продолжена. А есть вариант, что вы можете что-то и разрушить. И я тогда могу предположить, это может быть даже навсегда. Будьте внимательны, мои дорогие близнецы. Я надеюсь, этот тонкий нюанс не для всех, но кто знает, все же жизнь не бывает полностью предсказуема. Будьте лояльны. Больше дипломатии. На что соглашаться? Да, вот дипломатия это точно. По сути, двойка Земли, опять же, это карта баланса. Буквально балансировать придется, девочка. Идет по тоненькой жердочке. Она не может оступиться ни вправо, ни влево. Но она сама идет, ее никто не заставляет. Поэтому есть какой-то путь, может быть, очень важный для вас. И вам хочется что-то осуществить. И пройти вы его можете, но словно бочком, как-то очень аккуратной поступью. Нельзя оступиться. И здесь, да, настаивать на своем, или, как, знаете, всегда, ну, ведь это прекрасная карта, карта правды, но правда, она у каждого своя. И если нам выпадает тройка воды, именно в позиции, что уйдет, уйдет взаимопонимание, если мы на своей какой-то позиции настаиваем. И счастье ведь когда наступает? Когда мы умеем как раз договориться, а не настоять на своем. И для вас это буквально вот как согласие какое-то. Когда вы сумеете как раз найти этот самый баланс или какие-то приоритеты. А также это карта игры. Не относитесь где-то слишком серьезно или не будьте сами чересчур где-то самонадеянны или слишком рационально, повторяюсь. Хорошо, чего опасаться, давайте узнаем. Нулевой аркан. Конечно, вообще это карта мечтателя. Если шут, дурак мы называем в этой колоде карт, это нам мечтатель, показанная девочка, которая бежит за бабочкой. И здесь словно ее охраняет ангел, оберегает от того, чтобы она не оступилась. Это начало чего-то нового. Вас может пугать что-то новое буквально, потому что вы, с учетом предыдущих карт, в последний момент можете как будто остановиться, вместо того, чтобы продолжать что-то аккуратно, вы
буквально можете не видеть какой-то траектории, но для вас, если какая-то остановка, она только для того, чтобы пройти вот так вот балансируя аккуратно, но не от чего-то отказаться. Все же защита, поддержка идет по этому аркану. По этому аркану идет и какая-то правда, надежность, надежные люди и все же начало. Поэтому, ну, как баланс, он для вас совершенно необходим, но и в то же время это не должен быть какой-то отказ. Организовать жизнь свою по-новому вам словно придется. Либо вы от чего-то откажетесь, либо вы на что-то согласитесь. Давайте посмотрим 3 главных события. Кто-то может действительно, ну вот, испугаться, может быть и так, или в чем-то засомневаться. Нам показана женщина, которая пришла явно еще в более раннем возрасте, и она надеялась, что какая-то дверь откроется сама по себе. Так у вас с учетом желания, что я хочу как-то вот по-своему, а нужно не совсем по-своему, а именно что-то согласовать или принять Соломоново решение. Так вот, надежда – это прекрасно, но есть пустые надежды. Дверь никогда не откроется. И пока женщина ожидала, она успела состариться, а дверь заросла плющом. Правда, эта дверь не будет открыта. Для вас нужно очень правильно оценить свои возможности и желания. И если вы делаете какой-то очень важный шаг или решение, вы должны быть готовы, с одной стороны, организовать в какой-то новой концепции свою жизнь или принять во внимание, что это может быть подведен как какой-то знаменатель и как дверь больше никогда не откроется, может быть. Или сами не где-то что-то не ставить на паузу. Тут по-разному, безусловно. Хорошо, давайте узнаем, чем дело кончится. Время идет, нам об этом говорит карта. Чем дело кончится? Король Пентаклей. У кого-то вопросы, может быть, согласований по части недвижимости, жилья, и тогда рационально нужно. Может быть, есть какой-то вариант, который, ну, не вариант совсем. Сколько ты не жди, а потеряешь время. Может быть и так. Король Пентаклей – это тот, который консерватор. Он доверяет своему опыту, он доверяет тому, что, опять же, согласовано, надежно, сделано по закону, оформлено по закону. Он готов где-то исследовать что-то новое, но в то же время приводя это все равно к какому-то пункту, когда он может на это опереться. Это может свидетельствовать как о ваших, именно как вы выступаете, может быть, по части для тех, кто в паре или люди семейные, это будет касаться ваших планов где-то на будущее. Чем дело кончится? Тут как раз заканчивается что-то очень хорошо. Но есть и риск, конечно, от чего-то как будто прождать и отказаться, или потерять что-то, понимаете, буквально потерять. Потерять время или потерять какую-то возможность из-за пустого, если мы говорим ожидания. А есть возможность, чтобы все закончилось очень красиво, хорошо, причем и где-то в материальном плане решить какие-то вопросы, так и буквально, может быть, в личном плане что-то согласовать. Или для кого-то из вас, мои дорогие, пусть это какая-то ситуация по работе, но тогда тоже с каким-то новым подходом или с какой-то новой организацией. Вот баланс, как ни крути, проводить для вас придется. Чем же сердце успокоится? Сердце не успокоится. Вы можете быть чем-то, еще продолжится какое-то сомнение. Правда, есть вопрос, мои дорогие близнецы, по которым вы сомневаетесь. Может быть, отчасти и здесь есть как элемент ненадежности. Может быть, конкретный человек, которому вы не доверяете. И в разных сферах жизни это может проигрываться. А для кого-то из вас это место вашего пребывания. Меня смотрят люди из разных стран. Тогда, если мы говорим, переложите на вашу ситуацию, вы ищете место надежности или вашей безопасности, или вы ищете людей. Нам сказали, если ты будешь настаивать где-то на своем с учетом пятерки жезлов, ведь это карта информационного хаоса. Одна пятерка, это по пятерке всегда недостаток. И если здесь было недостаток какой-то, как, знаете,
если мы про пустые ожидания, недостаток информации, пустые надежды, то здесь по пятерке жезлов, наоборот, какая-то активность, но пустая активность. То есть мы можем буквально вот эту стену прорубить, вот нам человек с молотом показан, но не факт, то, что мы увидим потом, нас порадует. Поэтому быть готовым к неожиданностям или к тому, что придется отстроить свою жизнь как-то по-новому, или обстановка вокруг вас будет меняться. Я не могу сказать, что сердце успокоится, а как раз и придется себя организовывать как-то по-другому, или правильно работать с новостями, или держать руку на пульсе, потому что обстановка вокруг вас может тоже где-то напоминать хаос. Будьте внимательны. Давайте откроем вторую карту. Тройка жезлов – это новые возможности, прекрасная карта. Тройка жезлов – это как карта буквально якоря. Здесь нам показан маяк. Это для кого-то из вас может быть, знаете, банальная ситуация. Вы от чего-то отказываетесь, допустим, на начало сентября. Вы видите решение вопроса в каком-то одном своем ключе. Может быть, пройдет пару-тройку недель, и вы измените мнение. Вот для кого-то будет буквально и так. Именно потому, что за какой-то период паузы вы увидите какие-то, для себя либо перспективы, которые вам не нравятся, либо какую-то прежнюю историю, которая вас не вдохновляет. Все же у нас король Пентаклей еще и великий консерватор, и по части вдохновения тут сложновато. Тут может быть ситуация, которая не вдохновляет. И это будет побудительным мотивом все-таки идти вперед. Поэтому кто-то из вас под конец сентября может, как-то словно кардинально изменить направление. Или решить для себя, что я теперь точно вот какой-то вопрос буду, условно, или продвигать, или оформлять, или это всегда как новые горизонты или расширение кругозоров ваших возможностей. Здесь вы можете на середину, конец сентября для себя избрать какое-то даже новое направление. Я с учетом ретроградности могу предположить, что это не совсем что-то будет все же с нуля. Это как организация жизни может быть для вас с нуля и открывает новые перспективы. Или для кого-то из вас возвращается какая-то прежняя история. Но организация-то, вот она потребуется иная. Вы словно в каком-то другом качестве можете находиться. Где-то вас это может сбивать с ваших настроек, быть вам немножко дискомфортно. Но карта говорит, иди вперед. Чем дело кончится? Вы найдете выход из лабиринта туз мечей, конкретно, из какой-то путаницы. Вы для себя, даже если вот этот баланс или какая-то дуальность у вас на начало месяца присутствует, то в последующем вы будете точно знать, что для вас будет полезно или как решить тот или иной вопрос. Или вы сумеете конкретно что-то согласовать, для себя что-то определить. Чем же сердце успокоится? И опять же двояко. И правда мы все разные. Кто-то будет настаивать на своем и завершит какую-то историю, а кто-то будет продолжать на совершенно в другом ключе. От вашего выбора, важного выбора точнее, важного решения будет зависеть качество жизни. Мне нечего добавить. Мои дорогие близнецы, давайте третье важное событие. Сам по себе выбор. Или вы выходите из этого лабиринта, или по пятерке пентаклей, опять же, пятерка. 3 пятерки. Ожидание продолжится, оно ни к чему не приведет. Третье событие, приятное общение. Это как радость, это вдохновение, это любимые люди, пара, это верность, мои дорогие, искренность, нежность. Это все то, что нам нравится, к чему мы стремимся. Какая-то личная история. И врата открыты, нет закрытых дверей. Кстати, по тройке жезлов и тоже врата открыты. Они закрыты только по пятеркам. Обратите внимание. Поэтому, да, выбор делать какой-то нужно. Или какая-то недостаток, или прокрастинация, нерешительность будет продолжена. Или с чем-то вы все же
на что-то решитесь, мои дорогие близнецы. Итак, двойка кубков. Больше нам тут о личной жизни, о радости, любви, о счастье. Чем дело кончится, может быть, какая-то личная история. Ух ты, правосудие. Вот мало то, что нам выпадает первым арканом, как раз как иерофант. И мы сказали, это как и бракосочетание, может, у кого-то венчание, или какие-то важные вехи, которые вы оформляете именно документально по карте правосудия. Это тоже причина и следствие. И опять же про дипломатию, потому что двери, они как будто закрыты. Посмотрите, большие такие массивные двери. Но двое пытаются спорить, видимо, с охранником, кому-то что-то доказывать, и эта дверь не откроется никогда. Путем конфронтации придется с кем-то, с чем-то договариваться или какую-то новый фарватер организации, повторяюсь в очередной раз, своей жизни вам увидеть. Иначе какие-то двери будут закрыты. А вы что-то можете как раз сделать по закону, правильно, и остаться более чем счастливым, любимым, довольным. Когда качество, мы говорим о жизни, вот это другое качество жизни, основанное на взаимопонимании, искренности и верности, но еще и согласование каких-то юридических вопросов. Это если чем дело кончится. Может кончиться и в вашу пользу. Еще один старший аркан умеренности. Но, видимо, может быть, примите во внимание, что добрые дела наспех не делаются, и есть какой-то, если регламент, что-то может стать на паузу. Отчасти нам карта говорит, ты можешь где-то упустить время, а потом тебе в последующем, да, ты в последний момент можешь запрыгнуть в этот уходящий поезд, но ты все равно как будто теряешь время, и сам себе это расстояние ты можешь где-то удлинить. С другой стороны, по аркану умеренности есть, может быть, и те вопросы, которые, правда, не получается, может быть, есть правило, что конкретный документ нужно подождать определенное количество дней, времени, или что-то согласовать, все-таки аркан правосудия, может быть, найти какое-то взаимопонимание. Потому что двойка кубков, а внизу два старших аркана. Как будто что-то и по судьбе, так и по аркану умеренности что-то будет продолжено на долгий период времени. И как будто должно быть продолжено, но с новой организацией и, может быть, с учетом каких-то перемен. Перед вами именно через дипломатию открываются новые пути, дороги. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.